Помогите, собака родила прямо на улице. И вместе со щенками лежит под открытым небом. Ей надо как-то помочь. Пятничный городской вечер растревожило сбивчивое сообщение в социальных сетях, в группе помощи бродячим животным. Под сообщением фото крупной изможденной собаки, сгорбившейся костлявым телом над чадами, словно стараясь защитить от этого злого мира их тоненькие лапки, ушки и хвостики, в беспорядке торчащие из-под ее живота. Бродяга неведомой помеси в ужасе смотрела в объектив, ожидая от людей самого худшего. Крупная собака и ее крохотные новорожденные щенки. Срочно нужна была хоть какая-то сараюшка. Укрытие. Еда. Тепло. Вокруг ходят люди. Люди разные. В том числе те, у кого стаи бродячих собак не вызывают умиления даже, когда находятся в нежном щенячьем возрасте. А еще есть стаи. Стаи голодных собак. Для кого маленькие беззащитные щенки – это будущие конкуренты, а в настоящем – еда. На безрыбье и рак рыба. В голодную зиму сгодится и щенок. Ну куда ее, такую крупную, да еще со щенками. Эмоциональные реплики множились в геометрической прогрессии. «Ой, как жалко, как хочется помочь, да я в однушке, мне некуда. А у меня 2 кошки, они же не примут». Ого! Помню, я в том районе работала, она уже тогда бродячая по улице бегала. Родила, значит. Народ, ну хоть кто-нибудь, кто в частном доме живет, ну приютите, пожалуйста. Под сообщением 1000 комментариев, жалостливых, стенающих и почти все от женщин, которые особенно остро восприняли такую трагедию. Родить прямо на улице. Казалось, каждая из них примерила эту участь на себя и пришла в ужас. Точный адрес старались публично не писать. Те, кто жил неподалеку и узнал страдалицу, распространял адрес строго по личкам и среди знакомых. Страшно было навлечь на собаку еще большую беду. Живодеров. С одной стороны образовалось какое-то решение проблемы. Собаки нанесли еды и завалили семейство теплыми тряпками. Но факт оставался фактом. Собака на улице. И если днем вокруг нее ходят люди, ее проведывают, то ночью она остается совсем одна. Беззащитная перед всем городом и его жителями. И двуногими, и четвероногими. Посреди улицы теперь валялась гора тряпья с испуганными собачьими глазами в центре хаоса. Пластиковые чашки, лотки из-под фарша, объедки и замерзшие огрызки – все это в беспорядке валялось в радиусе пары метров около собаки. Одним словом, свалка прямо на улице. Под публикацией стали появляться недовольные комментарии. «Вы офигели, такой СР Ч прямо на улице развели. Вы что творите? Жалко, так тащите ее к себе домой, там наши дети из школы ходят, а если она кинется? Надо вызвать отлов». И отчиталась перед страждущими. Я связалась с волонтерами городского приюта, мест у них нет, но они помогут поискать частную передержку. «Ой, как классно! Спасибо вам!» Радостно отозвались комментаторы. И действительно, вскоре в комментариях написала волонтер приюта. Но поставила условие. Передержка найдена. Человек возьмет собаку, предоставит ей крышу над головой в своем сарайчике. Готов обеспечить безопасность и кормить. А вот траты на животное, организация ветеринарных услуг, пристройство щенков, ответственность тех, кто обратился. Инициативной женщине, первой поднявшей тревогу, было предложено организовать и возглавить группу единомышленников. Чтобы не сгружать все хлопоты на того, кто согласится приютить дворнягу. Одно дело принести объедков и воззвать к совести людей, имеющих сараюшки, отписавшись: «А у меня квартира, я взять не могу». Другое дело заниматься всерьез. На несколько месяцев стать куратором собаки. Оторопь сменилась возмущением. Что за передержка такая, ни за что не отвечает? Что это за помощь такая странная? А в чем ее смысл? У собаки будет крыша над головой, продолжала представитель приюта, и время оправиться после родов в безопасном месте, пока семье ищут добрые руки.
Женщина, которой предложили взять ответственность на себя, перестала появляться и писать в группе. Одно дело пожалеть, другое дело взять ответственность. С ума сошли, что ли, эти волонтеры, это их работа. Смысл тогда этой дурацкой передержки, если сами надо за все отвечать, деньги на собаку искать, щенков пристраивать, возмущались некоторые из тех, кто буквально день назад писал: «Ну помогите, хоть сараюшкой», которая нарушалась лишь редкими отчетами, супчика ей отнесла. Лежат бедные. По области до -40 обещают, как они будут. И как гром среди ясного неба, к собаке вызван городской отлов. Увы, реальность такова, что из отлова выбраться живым может не каждое животное. И уж тем более не трехдневный щенок. На нем собака со щенками лежала на одеяле, в углу какого-то помещения. Мужчина, снимающий видео, рассказывал об устройстве собачьего быта. Женщина-волонтер не смогла дальше ждать отклика желающих помочь и поспешила организовать перевозку собаки со щенками в дом к людям, предложившим временную передержку. Опять взяла на себя ответственность. Как бывало не раз. Впервые за многие месяцы собака могла спать крепким спокойным сном. Под боком возились объевшиеся и разомлевшие от тепла кутята. И казалось, счастливее ее, в тот момент на целом свете никого не было.